Всем привет, друзья! Вы находитесь на канале Диких Условиях. И сегодня я еду проверять свою землянку, достраивать ее, так улучшать. Нужно сделать мне лежак и еще куча мелочи, которые не успел сделать раньше. А сейчас будет землянка чек. Каждый раз, когда я уже сюда направляюсь, все интересно, будет ли она стоять. Потому что я видел, тут ходят копатели, копают артефакты с войны, потому что здесь был бобруйский котел в свое время. Вот, там недалеко от землянки есть окопы. Вот. Ну, пока по первым признакам землянка стоит уже хорошо. Вот. Сейчас посмотрим, был ли здесь кто. Не было, ну, нового металла не добавилось. Вот, землянка стоит. Интересно, что будет внутри сейчас с ней. Ну что ж, как у нас внутри. А внутри у нас все сухо. Дождь, дождя здесь нет. Слава богу. Вот бутылки. Оставил здесь специально. Они мне еще пригодятся. Вот. Взять то, что сухо, это очень радует. Прям очень классно. Вот, сейчас надо будет делать лежак. Здесь сделать печку. В печке я все взял. Ну вот, так что буду заниматься. Лежак я сделал. Ну, получилось, в принципе, неплохо. Да, там видно сзади, что просвечивается. Вот все я буду закрывать мхом потом. Вот. Сейчас моя задача, главное, сделать печку до того, как потемнеет. И сделать прикормку, потому что я хочу сходить на рыбалку. Вот. Так что вперед. Ой, ура! Вот она. Ну все. Сейчас попробовать. Хотя нет, пробовать не буду. Выкидываю землю. Выкидываю землю сейчас. Найду пару камней, подложу, обложу все этой самой жестью бока. Так, чтобы вверх, там, чтобы не сыпалось. Вот. И, в принципе, готова печечка. Можно будет затапливать. Что ж, я думаю, что настало время тестировать печку. Сейчас посмотрим, что она способна. Так, это пока мы убираем. Вот. Чтобы понимать, что в процессе потом чем вот заняться, добить ее, как сделать. Дальше.
конечно, да, надо разрабатывать больше поддувало, чтобы так дыма не было, чтобы тяга была хорошая. Ну, что поделать. Доброе утро. В общем, ночка выдалась такая прохладная и не совсем удобная. В общем, ну, для первого раза построение такой землянки, я думаю, нормально получилось. Вот, не учел некоторые габариты, надо было сделать себе побольше. Вот. Потому что первое, что она в длину получилась немножко меньше, чем нужно было. То есть лежак, он получился короткий, совсем удобный. Второе, что ширину тоже можно было чуть больше сделать, где-то, ну, может быть, с полметра. Потому что здесь, если не ошибаюсь, она в ширину получается 70, нет, метр 50, метр 40. И в длину метр 72 вроде бы я резал, когда боковые. Вот. Соответственно, этого оказалось маловато.
Вот, нужно побольше делать. Ну и дверь, конечно, поудобнее сделать. Вот, в принципе, дверь можно было сделать тоже самому. Я так прикинул, как это можно было реально нормально реализовать. Вот это уже в следующей землянке будет. Вот здесь, я думаю, пока что эту, ну, она здесь останется, конечно, если никто не разберет потом. Вот, или сама не развалится. Вот. Но следующую буду строить где-нибудь в другом месте. Но это уже будет потом. Вот. Так что такие вот дела. Так-то, в принципе, тепло было спать. Единственное, что печка немножко поддымливала, соответственно. Я весь как после коптилки вышел. Вот. Так что печку тоже желательно ставить нормально какую-нибудь. Ну так, в принципе, неплохо. Мне понравилось. Для первого раза сойдет. Вот теперь мох у меня уже и на земле. Как пол будет в землянке. Ну, будет меньше сырости внутри. Да и меньше песка. Потому что, конечно, песка здесь хватает. Вот, позаделал кое-где дырки. Что еще есть над чем поработать. Но с большего я доволен. Вот, дверь поднастроил. Дверь закрывается теперь достаточно хорошо. Вот, осталось, конечно, сделать вот здесь какую-то перекладину. Между ними муха напихать. И снизу такую же сделать. Вот, чтобы было все наглухо. Но так, в принципе, классно. Вот. Ну и, в принципе, она теперь полностью обшита мхом. Так, в принципе, очень даже хорошо. Даже со стороны смотрится. Потом, кстати, мох пустит корни, когда пройдет пару дождей. Вот, и начнет сам еще дальше разрастаться. Вот, так что это очень хорошо. Он защищает от дождя. Вот, ну и в принципе смотрится классно, чем просто песочный горб. Ну, сделал вот такой вот порожек еще сейчас, чтобы не дуло совсем. Вот, осталось решить вопрос с этой вот ерундой. Вот, потому что она мешает. Ну, как мешает? Не мешает, а просто, что будет туда сдувать ветер. А так, в принципе, все окей. И чтобы ночью не угнали, закрылся. И вот такое вот запирное устройство. Все. Просто и со вкусом. Вот так вот. Ну и, кстати, по поводу то, что я говорил, задел щели, я все заделал. Все, теперь вообще не дует никак. Оттуда сверху и снизу такая же ерунда.